Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Общий таро-прогноз на 2025 год. Чего ждать? Как изменится ваша жизнь? События будущего? Давайте узнаем подсказки карт. И, конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Жизнь не бывает полностью предсказуема, и в 2025 году, скорее всего, на нашу жизнь будут оказывать влияние события извне. Либо решение ключевых партнеров, или это какие-то обстоятельства, ситуации, с которыми мы столкнемся. И с одной стороны, это будет где-то для нас очень неожиданно, и мы можем растеряться, но и с другой стороны, это откроет для нас новые перспективы. Потребует это от нас в целом новой адаптации, внутренней какой-то адаптации, так и новых диалоговых форм. Давайте узнаем, что же нам расскажут карты. У нас сегодня две колоды, как и колода Таро, и вторая колода «Ангелы сердца». Давайте узнаем. И первая карта, первый вопрос, который мы зададим Таро. Что завершится или от чего вы откажетесь сами в 2025 году? С чем это может быть связано? Или какая сфера жизни? Что нового войдет в вашу жизнь в 2025 году? Важное событие или чем запомнится вам 2025 год? Неожиданности. Карту Таро достанем. Что вам будет помогать, что вас будет радовать? Какие энергии? Или события? Что может препятствовать или помешать? Событие, которое изменит вашу жизнь. И событие, которое изменит вас самих. И далее, на оракуле. Что же там такое хотела? Не хотела, точнее, переворачиваться, хотела остаться. Искренняя любовь, настоящая, веро аморе. Настоящая любовь – это, по сути дела, любовь всей вашей жизни. Может быть, для тех, кто в паре сейчас, это вы откроете заново ваши партнерские отношения, продолжится что-то. Или для тех, кто один или одна, вы можете встретить такую любовь. И это не просто страсть, а это когда вы друг другу хорошие партнеры, когда вы друг другу хорошие друзья, когда вы чувствуете друг друга без слов. Здорово. Теперь я сама достану одну карту, как знаки судьбы. Да, в этой колоде больше именно подсказок по части личной жизни. Но есть и те, которые нас переводят в деловую сферу. Итак, что же завершится? Но насколько тут завершится, скорее всего, не завершится. Но, может быть, олицетворение этой карты – это та, которая умеет из любого хаоса создать порядок. И, может быть, хаос завершится, и больше порядка будет. Вот есть такой момент. Может быть, какие-то события, которые связаны с конкретным человеком, который рожден под знаком зодиака, стихии Земли, Телец, Дева, Козерог. Но больше на целый 2025 год, понятно, мы не рассматриваем с позиции именно астрологии эту карту. Скорее, это те дела или те ваши проекты, которые вы будете пересматривать. Возможно, вы завершите те, которые бесперспективны. Возможно, мы говорили до карт, вам придется организовать свою жизнь как-то по-новому. Для кого-то из вас придется освоить новые, может быть, стратегии по работе, по бизнесу. Или это будет касаться финансов, потому что все же пентаклевая карта. Может быть, и мы где-то ожидаем, с учетом того, что Уран в знаке зодиака, Телец, это оказывает влияние абсолютно на все знаки зодиака, потому что Телец – это символ благополучия, и где-то олицетворение Тельца проходит эта карта. И Уран в ретро-движении еще весь январь. Нам словно какие-то вопросы могут вернуться еще в январе, и далее Уран остается в Тельце. Но уже февраль, март и последующие месяцы – это прямое движение. Поэтому какая-то решимость, какая-то новая стратегия. Может быть, это опять же события, обстоятельства. И ожидаемо, что могут меняться
фондовые рынки, валютные рынки, системы взаиморасчетов. И для кого-то это будет из вас основополагающий момент для того, чтобы вы перестроились либо сами, или окажет влияние на вашу работу, на вашу занятость. Кому-то захочется, может быть, работать на дому, кстати, или работать из любой точки мира, потому что по этой карте мы всегда, ну, как бы олицетворение наших достижений пропускаем через собственную личность. То есть мы принимаем какую-то важную стратегию и тактику и уже имеем какой-то план последующий на далекий период. Не просто одномоментным мы чем-то занимаемся, а именно то, что может быть развито, продолжено для того, чтобы нам что-то приносило доход. Поэтому вы можете пересмотреть многие концепции, так чтобы подвести итог, по части финансов, вашей работы. Для кого-то из вас это будут, по этой карте это тоже может проходить, смена места жительства или, может быть, вы будете как-то реструктурировать свой дом, улучшать, перестраивать, у кого-то ремонт, я могу вполне такое предположить, но все равно перемены, которые именно обустройства благополучия вашего касаются, или откуда к вам приходят деньги. Вот это будет меняться. Что нового войдет в вашу жизнь? Продолжает эта карта тему финансов, безусловно, и это карта возможностей. Это как помощь высших сил, это какой-то шанс очень важный. Назовите это как, может быть, точка невозврата, когда уже прежняя какая-то стратегия у нас как раз и не работает. Я только что об этом, ну, достаточно долго говорила. И карта подтверждает, что это не просто что-то завершается, а это переход от каких-то новых, от старых форм взаимодействия, может быть, взаиморасчетов, от вашего отношения, может быть, к труду или вашей занятости. Вот это тоже может быть пересмотрено. Для кого-то из вас это может быть работа, связанная с тем, когда вы свой проект или свое ремесло надумаете, ну, построить как бизнес. Вот это может быть. Потому что по тузу Пентаклей всегда есть подсмысл начала чего-то нового. По сути, Пентакль, он один. Это как семечко, которое мы садим в землю, в последующем мы получим денежное дерево. Поэтому, правда, некоторые проекты или ваши отношения к занятости, к работе, к взаимодействию с людьми, построение, может быть, семьи, вот это тоже может проходить как вот что-то новое, которое только еще пока завязывается, даже для людей семейных, значит, это больше будут вопросы, касаемые вашего быта, благоустройства вашего быта или напрямую вашей занятости, работы и, опять же, финансов. Но возможности, мои дорогие, если мы спросили, что нового войдет в вашу жизнь, возможности войдут. И причем по этой карте мы можем заработать попросту много денег. Важное событие или чем вам запомнится 2025 год? Паж кубков. У кого-то дела, связанные с детьми. Все же пажи иногда говорят о наших детях. Для тех, кто детей пока не имеет, появление как таковых может быть вполне. Но, безусловно, это опять же какой-то новый проект. Сама по себе карта достаточно некрупная, но это карта хорошего настроения. Это очень позитивная карта на новые проекты, на чувство легкости, когда на нас ничто не давит, нет каких-то, ну, таких ограничений, когда просто невозможно что-то осуществить. Больше эмпатии, больше хорошего настроения, больше позитивных эмоций, может быть, новых знакомств, все-таки Паш. Для кого-то из вас, мои дорогие скорпионы, знакомство с человеком, который намного моложе вас. И это какая-то любовь. Вполне вероятно, вы можете встретить неожиданности. По аркану повешенной есть некоторая неспешность, безусловно. В неожиданностях, значит, не все вопросы вы сможете вот в каком-то быстром темпе решать. Карта может говорить о том, что будьте внимателен, Скорпион, к тому, что тебе предлагают. Потому что есть такой смысл по повешенному всегда тупик. Не попасть в какую-то ситуацию, допустим, когда вы подписали тот или иной документ, когда вы выступаете в роли лица, который берет на себя обязательство какое-то. Вот поэтому тут будьте аккуратны. Но в неожиданностях, может быть, и есть те проекты, которые новые вы задумываете, и тогда карта говорит:
Добрые дела наспех не делаются. В неожиданностях вам придется увидеть что-то с другого ракурса. Самый главный, основной смысл этой карты, он как раз в этом и состоит. Ведь не человека кто-то поверг вот в такое перевернутое состояние. Он сам хочет увидеть, узнать какую-то новую возможность, докопаться, может быть, до какой-то сути, или ему нужно решить какой-то вопрос. И решение этого вопроса как раз будет там, где мы меньше всего этого ожидали. Поэтому это может быть для вас как неожиданность. Правда, какие-то вопросы вы будете решать совершенно по-другому. По сути, новая стратегия и тактика это тоже может проходить по этой карте. Давайте мы узнаем, что же будет вам помогать, что вас будет радовать. Ну, победа. Сама по себе карта победителя и 6 по нумерологии это тоже победа. Но карта нам говорит, захочется расслабиться, а этого делать нельзя. Вам будет помогать, когда вы все контролируете. Победы будут. Будут и малые, и большие. Будут где-то и в личной жизни очень приятные моменты для вас, мои дорогие скорпионы. Будут и те планы, которые у вас не просто на уровне мечты, а когда вы это реализуете в жизни. Но захочется отойти от дел. А карта нам говорит нет. Как только ты ослабишь, Скорпион, внимание, все может пойти наперекосяк. И тебе придется корректировать свои мелкие планы для того, чтобы не упустить что-то важное. Но победа, то, что вас радует, это то, что вам помогает. Может быть, у кого-то изменение статуса по работе, новые формы по вашему бизнесу, новые формы заработков. Вверху у нас уже две финансовые карты, ну, где-то, и причем такие основательно уверенные. Поэтому финансы для вас со знаком плюс проходят, это точно. Но себя организовать по-новому. Может быть, новые диалоги, новое сотрудничество для вас тоже будет актуально в 2025 году. Но в целом фон, вот даже по этим 5 картам, очень благоприятный для вас, мои дорогие скорпионы. Давайте узнаем, что же может помешать. Ну вот, наверное, отчасти, как и по аркану повешенный, когда мы можем застрять, допустим, в какой-то ситуации, подписав важный документ и взяв на себя какие-то обязательства. Мы окажемся в тупике. Или слово «жертва» тоже проходит по 12-му аркану, и мы словно жертва, заложники того, на что мы сами согласились, по сути дела. Поэтому будьте внимательны, на что вы соглашаетесь, что вам предлагают. Где-то перепроверяйте. По сути дела, будьте реалистами дважды. А, вот если мы где-то не будем готовы взаимодействовать с окружающими, или когда мы захотим, ну, где-то уединиться, видимо, эти энергии будут периодически или могут вас накрывать, когда хочется, правда, отойти от дел. Отшельник идет всегда сам, ему никто не нужен, и вот это вам может помешать. С одной стороны, это философ, это мудрец, который все правильно понимает, который знает ответы на все вопросы. Но карта выпадает, причем старший аркан. Выпадает в позиции, что вам может помешать или препятствовать. Это когда мы надеемся только сами на себя. Да, идти в одиночку может не каждый. И вы как раз умеете, мои дорогие скорпионы. Ваш знак – это знак сильных людей и такой яркой индивидуальности. Но помните, 2025 год будет построен на взаимодействии. Новые диалоговые формы, я об этом говорила. И если у вас предыдущая карта, то что вам помогает? Аркан победителя. Две ипостаси, на что мы не влияем. Вы сами себе периодически напоминайте. Первое – это обстоятельства. Мы не можем их изменить. И они будут действовать на нашу жизнь, влиять. И второе – это людское мнение. Может быть, это людское мнение, оно всегда переменчиво. И где-то вы можете в 2025 году обостренно это чувствовать. Вы видите, как люди неправы. Или вы видите, как, ну, какая-то несправедливость, может быть, буквально. Ведь что-то же повергает отшельника в его личный какой-то путь, духовный, может быть, путь. Но 2025 год нам приходится новую стратегию отстраивать. А стратегия, она предполагается, что мы взаимодействуем с окружающим миром. Мы не закрываемся от этого мира, потому что в конечном итоге мы словно можем выпасть из этой
жизни или потерять связь с тем, что происходит вокруг, или перестать быть реалистами, мои дорогие. Ведь все же карта отшельник– это дервиш. Да, он может обходиться очень малым. Он мудрец, ему как будто и не нужны какие-то, может быть, даже блага в том объеме, в котором нужны всем нам остальным. Но даже несмотря на сильные эмоции, когда хочется, я могу предположить, всех послать куда-то подальше, вот будет такой момент с учетом аркана отшельник. Но, тем не менее, будьте аккуратны вот с этими эмоциями, потому что вам противопоказано одиночество. Событие, которое изменит вашу жизнь. Королева кубков, можно сказать, это ваша карта, водная энергия, и это карта интуиции, это карта ожидания. Бывает и так. И кто-то, мои дорогие девочки, это построение, может быть, вашего семейного союза. Для тех, кто один или одна, действительно вверху паж кубков здесь можно встретить, как и человека по судьбе. И не случайно у нас карта оракула не хотела переворачиваться или уходить. Я собиралась перемешать. И поэтому для кого-то из вас сольный вариант изменить на семейную жизнь, обзавестись и домом, и семьей, и детьми, быть счастливым, по сути дела, и не быть в одиночестве. Ведь где-то это тоже взаимосвязано. Но будем говорить, что королева кубков есть еще и такое значение, хоть и считается, что это карта искренности, это карта любящего человека, но имеется в виду, это один человек, это не общность какая-то, это не есть какой-то социум. Мы не можем нравиться всем абсолютно, и это даже не стоит на это рассчитывать. Одного человека как будто более чем достаточно, и вы его действительно можете встретить. Но эта карта предполагает, что мы себя тоже бережем. Имеется в виду ожидание, когда мы где-то очень продуманные осуществляем наши действия или какую-то нашу активность. Ведь прообраз королевы кубков была когда-то королева-русалка. И помним, русалки у нас заманивали рыбаков и моряков на пучины морские, обещая им несметные сокровища и неземную любовь. Поэтому люди манипулируют, где-то вам придется, но, может быть, не жесткая манипуляция, но тем не менее, какое-то взаимодействие, оно предусмотрено. И поскольку у вас выпадает карта отшельник в той позиции, когда что вам может помешать, одиночество может помешать, и даже если вам что-то не нравится, допустим, в жизни семейной, тогда нужно договориться, провести какие-то важные разговоры, не оставаться один на один с какими-то вашими мыслями, мои дорогие скорпионы, не додумывать самому, не создавать себе какую-то личную внутреннюю философию, программу жизни, а самого себя словно выводить наоборот из какого-то состояния внутреннего ограничения. Будет хотеться, правда. Лучше вы провзаимодействуете с окружающими как-то аккуратно, нежели вы уйдете в какой-то сольный вариант, вот напрямую где-то так. Потому что я вижу, что здесь может быть очень много событий, которые по королеве кубков могут касаться где-то эмпатии, чувств, вопросов любви, личной жизни. Ну, кто знает, раньше русалки считалось хранители сокровищ. Так вот, может быть, и вопросы как раз финансов на взаимодействие с людьми будут тоже, понятно, строиться, и вам, опять же, что-то не будет нравиться. Основная задача для вас, я бы сказала, и повторю, вот это самое одиночество, не уходите в него. Потому что вы можете столкнуться с тем, что, ну, допустим, кто-то вам обещал что-либо, а повел себя как-то по-другому. И мы не можем принять свершившийся факт, потому что мы другие, мы думаем по-другому. Или вы столкнулись с человеком, о котором вы думали, что это человек благородный, а он проявил какие-то более низменные качества своей души. Но это не повод к тому, чтобы вы словно огораживались от мира. Это всего лишь один человек, значит, делаем выводы и идем дальше. Но больше я вижу так, что, безусловно, эта карта события, если мы спросили, которое изменит вашу жизнь. Я больше вижу, что как-то будут приятные моменты по части вашей личной жизни. И астрологически, начиная с 2025 года, это будет тот период, который лишен суеты, когда вы можете где-то отдыхать,
расслабляться. Причем создать для себя уютное гнездышко. Я не побоюсь этой фразы. Когда вы все контролируете, то, что где-то по вашей работе, по вашим финансам, и вам просто хорошо в кругу семьи или в кругу друзей, или когда этот круг, пусть он и недостаточно велик, но тем не менее для вас это создает определенную добрую ауру для вашей души. Больше отдыха, больше порядка в жизни, больше согласованности, больше взаимопонимания. Вот такие события положительные в целом, если мы переходим где-то еще и с учетом астрологических аспектов. События, которые меняют вас самих. Вот правда, мы выходим из зоны какой-то ограничений. Вот самое главное не замкнуться в себе, не нарисовать себе каких-то мраков. Ведь по восьмерке мечей это путаница в нашей душе или в наших мыслях. Может быть сложный период, чаще всего так и бывает, сложный предыдущий период, когда мы вынуждены были себя сохранять, и это тоже был период, может быть, ограничений. Нам кажется, он будет продолжаться бесконечно. Мы сможем выйти только из вот этого уединения или из какой-то обособленности, и если мы открываем глаза и видим, что ого, а реальность как будто изменилась. И девушка, которая на карте показана, она с завязанными глазами. Это ей кажется, она смотрит вглубь себя. Поэтому, мои дорогие скорпионы, не заглядывайте вглубь самого себя. Интуиция, да, она никуда не денется. Она вам буквально будет помогать, причем в очень правильном, конкретном русле. Но понимать, что интуиция – это одно. Что такое интуиция? Это связь интеллекта и пережитого опыта уже. Но тот опыт, который мы оставляем как событие, мы заново, снова и снова не пропускаем через наши чувства. Мы себя не раним, ничто вас не держит. Вот какое событие изменит вас, вы как раз поймете, что меня ничто не ограничивает. А те препоны, которые мне казались прежде, они были в моем сознании. По сути дела, нет цепей, нет какого-то холода, нет вот этого забора из мечей. Я иду вперед. Плутон, Водолеи, мои дорогие. Плутон – это ваша планета-управитель. И это не то состояние, как предыдущие 20 лет Плутон был в Козероге. Козерог планета-управитель Козерога – это Сатурн, тяжелая планета. Это планета где-то ограничений. Это, с другой стороны, стабильность, это закон, это порядок. И это был какой-то, ну, как порядок в квадрате, но такой достаточно жестко тяжелый. А в Водолее нет. Это освобождение. Это новый вкус свободы. Это большее самовыражение, больше индивидуальности, больше возможностей. Поэтому и вам ваша планета-управитель Плутон в Водолее помогает. Поэтому верьте в себя, в свою звезду, у вас все получится. Каковы же знаки судьбы или что нам скажут карты? Правда, не случайно. И первая карта, которая в этой колоде оракула не хотела уходить, как будто говорила о любви. И вторая, алхимия, так она и называется. Это алхимия, это магия любви во взаимоотношениях между друг другом. И королева кубков нам как раз не случайно, видимо, событие, которое изменит вашу жизнь. Тут будут изменения по части личной жизни, я не побоюсь об этом сказать. И даже, значит, для людей семейных это с новым интересом вы словно можете открыть друг друга, даже если предыдущий период совместной жизни был для вас, ну, даже несколько десятилетий, вы можете, как и новые грани чувственности открыть в вашем союзе, так вы можете и партнерские отношения в плане дружбы. Вы словно узнаете, видите с вашего партнера с какой-то другой стороны. Но для тех, кто один или одна, абсолютно точно вы можете встретить того человека, как мы говорим, по судьбе. И на этой карте нам показаны двое. Почему карта алхимия? Потому что так вот и прописано, что существует сильное магнитное, буквально притяжение. И эти люди, это не есть просто какая-то страсть, обратите внимание. Тут словно друзья. Они понимают друг другу без слов. Что-то они рассматривают. Посмотрите, тут просто как луч света показан. И один другого дополняют. Они именно чувствуют друг друга. Уделите внимание, мои дорогие, личной жизни. По сути дела, счастье.
новое качество жизни. Вот таковы знаки судьбы для вас, мои дорогие и любимые, признаюсь, скорпионы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.